Привет, друзья! Сегодня приглашаю в одно из немногих заповедных мест в нашем городе, которое доступно для посещения любому харьковчанину. А название этого места – Григоровский Бор. Расположен он в районе Новая Бавария, в 15-20 минутах ходьбы от метро Холодная гора. Занимает площадь 76 гектаров. Огромные 70-90-летние сосны не только создают среду обитания диких животных и растений, позволяют людям, не уезжая из города, насладиться общением с природой, но и защищают район от вредного влияния железной и автомобильной дорог. Григоровский Бор объявлен заказником по решению областного совета от 23 февраля 1999 года. Бор представляет собой ценный лесной массив, в котором охраняется до 100 видов флоры и фауны. Многие из них занесены в Красную книгу Украины. Свое название получил от слободы Григоровка. Село Григоровка, оно же Никольское, вошло в городскую черту только в 1923 году, а основано еще в 17 столетии. В 1776 году имение купил генерал-поручик Дмитрий Норов. Он построил в Григоровке деревянный двухэтажный дом со службами и садом. Земельная дача Григоровки состояла из 1257 десятин, а проживало в селе 132 мужчины и 130 женщин. Само село располагалось на левом берегу реки Уды. В имении Норовых помимо деревянного дома была еще деревянная церковь во имя Николая Чудотворца, а на реке стояла мучная мельница. С давних пор на реке Уды были рыбные ловли, а водились в ней щуки, лещи, окуни, караси, плотва, вьюны и раки. Одним из главных достояний имения в Григоровке был дубовый и березовый строевой лес. А подлесок состоял из липы, клена, ясеня, ореха, ольхи, яблонь, груши и терновника. Из зверей в Григоровском лесу водились волки, зайцы, лисицы, белки, а из птиц – орлы, ястребы и журавли. Харьковский губернатор Нуров умер 27 января 1788 года и был похоронен в имении Григоровка. После Нуровых Григоровкой владели дворяне Дунины, а в качестве приданого за Варварой Дуниной оно отошло к ее супругу Густаву Федоровичу Пилар фон Пильхау. Имение фактически не развивалось. Здесь действовали только два мощных кирпичных завода и паровая мукомольная мельница. Ландшафтный парк пустел. Затем имение много раз передавалось и перепродавалось. Дальнейшее развитие Григоровки уже связано с установлением советской власти, которая включила окрестные земли в состав города Харькова вместе с Григоровским Бором, а позднее выделила в отдельный район города. Как видим, история Григоровского Бора начинается в далеком 17 веке. В годы Украинской революции здесь расстреливали политических противников, терзали в застенках контрразведки, уничтожались пленные красноармейцы, жители, заподозренные в сочувствии советской власти. Зимой 1919 года ударивший суровый мороз и выпавший снег скрыли все, что таилось в бору. Жители Харьковского предместья Холодная гора помогли найти места казни подпольщиков. Они делали зарубки на деревьях, по ним и отыскали могилы. Исступленные в своем бешенстве, палачи стреляли, рубили, кололи, били прикладами, топтали сапогами, добивали безоружных, притом связанных друг с другом людей. Пострадал Бор и в годы Второй мировой войны, лишившись части своих редких пород деревьев и кустарников из бывшего ландшафтного парка. В 2013 году про Бор ходила не байка или легенда, а самая настоящая быль про маньяка, появившегося там в 2013 году.
неизвестный мужчина пытался задушить двух девушек. По словам пострадавших, мужчина напал на них сзади на выходе из Григоровского бора. Но, к счастью, прохожие спугнули маньяка. По слухам, злоумышленника так и не поймали. В 2016 году снова были нападения. А вот в 2019 в Григоровском бару обнаружили труп неизвестной женщины, который был накрыт тряпкой. Связано это с одним и тем же нападающим, неизвестно. Вот такие события в разные годы происходили в Григоровском бару. Несмотря на события тех лет, происходившие здесь, это очень интересное место. Здесь не можно, а даже нужно гулять вместе с детьми. В Григоровском бару много белок, они любят, когда люди к ним приходят с орехами. Здесь сложно заблудиться, несмотря на размеры. С культурой, правда, современных людей каждое правило нарушено миллион раз, и ценность заказника, на мой взгляд, очень преувеличена. Здесь нельзя заготавливать лекарственные растения, редкие растения из Красной книги, организовывать места отдыха с кострами и мусорить. Зайдя в бор, в нос сразу бьет приятный запах свежайшего воздуха и хвои. Пахнет потрясно. Заказник в основном состоит из высоченных сосен, но к концу начинается небольшой участок лиственных деревьев. Иногда такое впечатление, что в заказнике геопатогенная зона. Уж очень большое количество покрученных и кривых деревьев. В бару растет земляника, но есть ее я не рекомендую, так как в лесу гуляет много собачников с собаками. Вы, надеюсь, поняли, о чем я. Растет также малина, она плодоносит, но история та же, что и с земляникой. В лесу иногда попадаются красивенные поляны. Под ногами лежит множество шишек. В конце лета, начале осени можно встретить огромное количество мамочек, собирающих их на поделки своим деткам. Осенью это место особенно радует глаз большим количеством золотистых и красных цветов и дает возможность насладиться отличной прогулкой. Нет тут ни кафе, ни аттракционов, это лес, не совсем дикий, но почти. Настоящий, старый, без парковых украшательств. В отличие от дубрав, это лес искусственного происхождения. В этом его уникальность. Жаль, что Григоровский бор не может похвастаться уголками нетронутой природы. Сказывается близость жилых районов Харькова, место популярно у любителей шашлыков, костра и песен. Тем не менее, здесь можно прогуляться в тени высоких сосен и отдохнуть от городского шума. В 2020 году здесь произошло возгорание и пожар. Пылала хвойная подстилка. Общая площадь распространения огня составила 300 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал. А еще на территории Григоровского бора находится заброшенный бассейн «Дельфин», который ранее принадлежал заводу «Элеватор Мельмаш». Год постройки 1989. Очень интересная судьба и история этого заброшенного бассейна. Рассказывать о нем в этом видео я не буду. Про этот бассейн есть отдельное видео на канале, и посмотреть его сможете, перейдя по ссылке в описании к видео, которое сейчас смотрите. Возможно, кто-то из вас узнает в этом бассейне учреждение из своего детства, даже если вас разделяют сотни километров. Ну а в самом бару чудесная, почти дикая природа. Поют птицы, бегают белки. Сравнительно недалеко от центра. Есть где погулять и расположиться на отдых. В общем, всем, кто тут еще не был, рекомендую к посещению. В 2023 году прокуратура Харькова через суд обязала коммунальное предприятие провести работы по вынесению границ лесного заказника. Более 20 лет лесной заказник находится без охраны. Границы заказника на местности остаются неопределенными,
Документы, удостоверяющие право на земельный участок, не разработаны. Вследствие этого является невозможным сохранение природного разнообразия ландшафтов, охраны окружающей среды и поддержка экологического баланса. 16 марта 2023 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры в полном объеме. А на сегодня все. Благодарю за прогулку. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч на канале.